Привет, мои дорогие! У нас сегодня будет демоническое таро и гадание «да» или «нет». Мы погадаем на отношения. То есть в этом гадании, девочки, на вопрос «да», «нет». Мы их периодически с вами делаем. И сейчас именно на демоническом таро мы посмотрим «да» или «нет», но именно в отношениях. Вы можете загадывать как своих мужчин, но сделаем его достаточно таким общим. Тут могут быть и женщины, и дружба, и любовь, и отношения с родственниками, и все остальное. Все, что вас волнует, задавайте вопрос «да» или «нет», но про отношения с определенными людьми. И вашими любимыми, и нелюбимыми мы с вами посмотрим про ваши отношения. Если вам что спросить на картах, я думаю, есть. У нас будет с вами 5 вариантов, где будет у нас какое-то количество «да» и какое-то количество «нет». И посмотрим на отношения именно. Отношения с людьми. Например, разведется ли кто-то с кем-то. Ну, еще какие-нибудь, девочки, вопросы, да. Помиритесь ли вы с подругой? То есть у нас сегодня будет гадание, девочки, на таро. Да, нет. Загадывайте вопрос. Специально я сейчас варианты не раскладываю. Я хочу, чтобы вы сначала загадали вопросы. 1, 2, 3, там, какие у вас есть. И только потом, когда я буду выкладывать, вы уже кинете взгляд, и вам будет понятно, где какой вариант ваш. Да или нет. На таро, на демоническом смотрим. Отношения, девочки. Ну что, поехали. Формируйте ваш вопрос по отношению к определенному человеку. У нас будет 5 вариантов. Да или нет. Да или нет. Можете нескольких и женщин, и мужчин загадывать, и любовные отношения, и дружеские, какие угодно. Но именно там, где мы рассматриваем действия какого-то определенного человека к вам, либо ваши действия как определенному человеку. Делать это или не делать, например, вам. Или сделает этот человек, или не сделает что-то. Давайте посмотрим. Да или нет. И так как это будет гадание именно про отношения, про тот глагол, который вы имеете в виду, привяжется ли он к вам, любит ли он вас, или помирюсь я с подругой, разведется ли он там с женой, бросит ли он любовницу, там все остальное, все, что хотите. Именно на глагол. То действие, которое вы хотите, чтобы совершил к вам определенный человек, либо вы хотите какое-то действие здесь сделать к определенному человеку. Гадание, да нет на отношения. Первый, второй, третий, четвертый, пятый вопросик. И я даже специально вас тут жду, мои дорогие, чтобы если у кого-то несколько вопросов, чтобы вы это сделали, как говорится, не нажимая на паузу, чтобы вам этот треугольничек не мешал. Ну что, загадали? И поехали, мои дорогие. Посмотрим четко. Да, нет. Отношения смотрим. Глаголы по отношению человек к вам или вы к этому человеку. Да или нет? Нет, девочки. Тут четкий ответ идет нет. Причем как со стороны этого человека, так и со стороны вас. Да? То есть тот вот этого глагола, который вы загадали, он не будет реализован ни с одной, ни с другой стороны. В общем говорю, но четко хочу, девочки. Давайте посмотрим второй вариант. Да или нет. Гадаем на отношения. Туз пентаклей выпал. Странно. Тут про этот туз пентаклей. Тут нет ответа, девочки. Тут нет ответа да и нет ответа нет.
Тут нет ответа на этот вопрос. Вообще нету. Сейчас не время его смотреть. Я бы даже сказала, что это надо было смотреть в прошлом. Это действие по отношению к прошлому относится. И если это у вас в прошлом не сбылось, оно и в будущем не сбудется. Это как что-то такое, что уже, как говорится, нельзя поднять. Это было в прошлом. Если тут что-то менять, то надо обращаться далеко даже в прошлое какое-то. Тут все завязано на том, что было. И тут однозначного ответа именно на ваш глагол, который вы сюда загадывали, да, по отношению к вам или по отношению к этому человеку вы, тут нет ответа. Ни да, нет ответа нет. Но это что-то было в прошлом уже. Там ответ в прошлом, да, нет, он был уже в прошлом, девочки. Сейчас, на данный момент, когда вы загадали эту карту, ответа да, нет, не будет. И в будущем тоже. Он все время, он как дан в прошлом. Такое ощущение, что как прошлое загадали. Или как на умершего погадали, как на живого. Знаете, вот что-то такое. Ладно, мои дорогие, давайте посмотрим третий вариант. Да или нет отношения. Глагол, который вы сюда загадали, то слово сказуемое. Да или нет? Да, но это будет не полностью. Это будет какая-то часть выполнена из этого. То есть этот глагол мы заменяем на более легкий глагол. То есть как будто его дробят. Вот это слово, оно дробится на какие-то другие глаголы. Например, глагол построим ли мы отношения, да? То тут не строим, а склеим, да, вот что-то такое, кирпичики положим, но не построим. То и тут идет, что да, ответ на вопрос да, но какие-то мелкие шажочки. И тут выпал как раз-таки один из этих мелких шажочков. То есть тут не совсем правильно поставлен вопрос, да. Даже не то, что не особо правильно. Вы как торопите время, а его торопить не надо, тут надо все делать постепенно. Но это да, постепенно, да, маленький шажочек. Вот такие вот дела. Четвертый вариант. Да или нет на отношения? Пятерка кубков. Да. Да, но получается, вы об этом не знаете, либо не узнаете. Это будет да. Ну, как-то получается, вы или не в курсе будете, или это будет даже как-то неожиданно для вас. Неожиданно, или вы там будете вдалеке, может, на расстоянии будете, что-то такое, да. То есть это не запланированное «да». Это для вас будет некой даже неожиданностью, или оно как-то само собой придет, а вы это и не заметите. Ну, что-то в этом роде. Но ответ «да», мои дорогие. Но почему-то как без вашего участия, прям прямого. То есть это не будет происходить на ваших глазах. Это будет происходить вне вашего ведома. Но, ну да, странные от этого чувства идут. Но очень такие, знаете, волнительные какие-то, такие... Это не адреналин, но тут какой-то гормон повышается. Вот чувствуется, что, вы знаете, как узнаешь об этом, как какая-то приятная неожиданность, да, аж мурашки по коже. Вот такой вот четвертый был вариант. И давайте посмотрим пятый вариант. Да или нет? Да или нет, мои дорогие? Паш мечей. Этому помешают. Тут уже палка в колесе есть. Это не будет. Этот глагол, который вы сюда задали, он тут не работает. Но дело в том, что он не работает из-за того, что тут торчит какая-то палка в колесе. Что-то такое, что мешает. Это как... Что-то как натирает. Что-то... Ну, это что-то мешает. Причем это какой-то негатив со стороны третьего лица.
Вот что я вам скажу. Поэтому нет, из-за этого вот негатива. Я даже могу сказать, от кого вот этот негатив идет. Там буквы такие идут. Бдн, Б, Д. Как хочется сказать будни. Да? Вот что-то такое вот. Слово очень похоже на слово будни. Бдн, БД. Что такое БД? Может, вы знаете. Кто-то как бдение какое-то. Хочется сказать слово бдение. БД, БД, БД. Это связано с этим человеком. Это как документ какой-то даже. Это какой-то документ. Нет, мои дорогие, вот это нет. Но смотрите, мы сейчас сделали с вами это гадание, да, здесь и сейчас. То есть даже спустя какое-то время, когда вы опять захотите вопросы какие-то задать, да, вы просто забудете это гадание, но вы будете помнить, что оно есть, мои дорогие. Так что, если что, заходите. Если вам нравятся такие короткие гадания, да, нет, да, то я могу их делать даже чаще, мои дорогие. Все, котики, пока-пока.